Привет, это Марк Бартон. Рад, что вы смотрите это видео «Как работать с обидой». На просторах интернета масса информации, советы, рекомендации, очень много эффективных методов и способов. Есть методы, которые такие долгоиграющие, есть методы, которые несут в себе достаточно быстрый эффект. И я ни в коем случае сейчас не буду оспаривать какие-либо методы, либо обесценивать их. Если специалисты, мои коллеги делятся ими, значит, они несут за это ответственность, они прекрасно понимают, что они вам дают. Я, по крайней мере, на это очень сильно надеюсь. Сегодня я с вами тоже поделюсь очень интересной техникой, которая поможет вам снизить такой порог восприимчивости, снизить тревожность, связанную с обидой, агрессию, возможно, это подавленная агрессия, потому что обида – это такое неестественное состояние для человека. И обижаясь, мы можем его ретранслировать в абсолютно разные состояния. Это может быть и подавленная агрессия, и раздражительность. Обида может выражаться в виде психосоматики, когда мы начинаем болеть. Обида может создавать такую достаточно огромную дистанцию между близкими нам людьми. Обида может формировать в нас негативные установки. Например, обижаясь на одного человека, вы формируете установку, которую применяете в общении с другими людьми. Сюда же можно отнести и проекции, и переносы, и многое-многое другое. То есть вообще обида – это такое разрушительное состояние. Разрушает вас, разрушает вашу психику, ваше тело. И, естественно, не дает возможности вам полноценно выстраивать отношения с окружающим миром. Сегодня я поделюсь с вами очень интересной техникой, где мы будем взаимосвязывать работу нашей психики и нашего тела. Психика и тело. Прежде чем мы начнем работать с техникой, я, конечно, приглашаю вас пройти регистрацию на бесплатный онлайн-курс «Я такая одна», удобная или уникальная. Ссылка находится в описании под этим видео. Сразу после просмотра этого ролика вы можете зарегистрироваться и принять участие в онлайн-интенсиве, который длится ровно 2 недели. Принимать участие можно из любой точки мира, где бы вы ни находились. Поэтому присоединяйтесь, пожалуйста, и получайте новые полезные знания. Итак, очень важный момент. Наша психика устроена таким образом, что любые подавленные эмоции фиксируются в нашем теле. То есть все то, что мы не можем вспомнить здесь, запоминается в нашем теле. Как правило, запоминается в виде определенных таких энергетических блоков. Эти блоки могут формироваться еще на раннем этапе развития ребенка. Эти блоки могут формироваться еще в утробе матери. Эти блоки могут сформироваться в результате родовой деятельности женщины, когда вы выходите из утробы матери, когда вы проходите через родовой канал, а может быть вас извлекают, потому что кесарево сечение. То есть причин, по которым могут сформироваться эти блоки, очень много. И часто, например, какая-то эмоция может сконцентрироваться в определенном участке тела, добраться через психоанализ, добраться через работу даже с гипнозом не всегда. В состоянии гипноза не получается. Можно запутаться, особенно если терапевт, который вас сопровождает, он человек недостаточно опытный и не может вас опрокинуть туда далеко в бессознательное и правильно считать информацию с вас, или вы неправильно ему даете обратную связь. Это, конечно, только затрудняет процесс. И здесь, на первый взгляд, знаете, техника может показаться очень простой, но в качестве такой самопомощи, самотерапии я, конечно, ее рекомендую абсолютно каждому человеку, и мужчине, и женщине. Я ее сам применяю в своей жизни, не раз применял. Она действительно помогает снять с себя и блоки, и помогает избавиться от этих энергетических узлов. Выглядит эта техника следующим образом. Вы берете человека, с которым хотите поработать. Это, например, может быть ваша мама, например. У вас есть на маму обиды, этим обидам может быть уже десятки лет, а может быть это новая обида. Вы берете свою маму и прописываете обращение к маме. Пишите о том, чем она вас обидела. То есть я обижаюсь на тебя за то, что ты, и далее по списку.
Старайтесь давать такие четко сформулированные предложения, да, прописывать такими четкими, конкретными фразами, не размытыми. Не нужно заниматься размышлениями. Формируем достаточно четкий текст. То есть конструкция предложения должна быть очень простой в восприятии. Я обижаюсь на тебя за то, что ты меня обозвала так-то. Или я обижаюсь на тебя за то, что ты никогда не говоришь, что любишь меня. Я обижаюсь на тебя за то, что ты, и так далее по списку. Естественно, вы обращаетесь напрямую, говоря: мама, я обижаюсь на тебя. Если это папа, папа. Если это муж, называйте мужа по имени. Если подруга, подругу по имени. Вот вы составили список обид. И в качестве эксперимента вы можете сесть, например, на стул, начать глубоко дышать, такой нижней частью животика, и, работая с этими обидами, попробовать избавиться от них. Каким образом? Ну, сказать, например: я обижаюсь на тебя и отпускаю от себя эти обиды. Я могу сказать так: результат будет, знаете, как мертвому припарка, абсолютно никаким. Почему? Потому что, да, возможно, там эмоции шатнутся, качнутся, но тело не задействовано. Тело находится в состоянии абсолютного покоя и никаким образом не реагирует на все происходящее. А наша задача — включить с вами тело. Поэтому для того, чтобы мы включили вот эту взаимосвязь психика и тело, нам важно погрузить свое тело в напряжение, то есть довести свои мышечные ткани до перенапряжения. Каким образом это можно сделать? Да, можно, знаете, пробовать там методом проб, напрягать, например, разные группы мышц. Ноги, руки, шею, туловище и так далее. А можно в один момент напрячь все. Есть удивительное упражнение — планка. Вы, наверное, видели, как выглядит планка. Если не видели, вот, пожалуйста, на картинке вы можете посмотреть, каким образом выглядит планка. Вот, находясь в таком горизонтальном положении, когда ваши руки, вы стоите на своих локоточках, спина, естественно, ровно, вы начинаете погружаться в состояние напряжения, когда ваш организм напрягается. Напрягается абсолютно все. Абсолютно все, начиная от головы, шейного отдела и заканчивая вашими ногами. Сюда же, к этому напряжению, вы можете подключить напряжение, например, своей челюсти. Вы можете сильно сжать скулы и начать напрягать их до такой степени, чтобы вы почувствовали уже дискомфорт. Как только вы почувствовали дискомфорт, вы начинаете перед собой лежащий листик, вы перед собой его кладете, становитесь в планку. В этом положении вы начинаете прочитывать вслух те обиды, которые вы хотите проработать. Для чего? Для того, чтобы в состоянии очень сильного напряжения физического, совмещенного с вашей психикой, вы избавили свое тело от блоков, которые хранят память о ситуации, которая вызвала эту обиду. Изменить прошлое мы не можем. Повлиять на поведение мамы в прошлом, папы, мужа мы тоже не можем. То есть это все осталось в прошлом, мы находимся в настоящем времени, головой это понимаем, но что-то не пускает вперед, есть какой-то якорь. Все эти якоря, особенно люди, которые, например, являются телесниками, да, телесно-ориентированная терапия, терапевты телесно-ориентированные, они прекрасно понимают, о чем я сейчас говорю. И здесь очень важно, задействовав свое тело, помочь ему избавиться от этой эмоции, избавиться от этого негативного состояния. Процесс избавления может быть абсолютно разным. У кого-то это происходит в виде припадка какого-то истерического смеха, когда человеку становится смешно, такая защитная реакция. Кто-то начинает рыдать и плакать, кто-то начинает кричать, у кого-то просто начинают течь слезы, и человек не знает, что с этим делать. Ваша задача какая? После того, как вы постояли в планке, стоим мы до момента, пока у вас уже не откажет тело и вы не рухнете вниз, вы уже просто не можете стоять. Я вас уверяю, если вы не подготовленный человек, долго вы не простоите, не простоите. Каждый раз после того, как вы вот в этом состоянии перенапряжения оказываетесь на полу в обессиленном состоянии, что вы делаете? Ни в коем случае не задерживайтесь надолго в положении лежа, в горизонтальном положении. Все-таки горизонтальное положение — это такое положение
в большей степени ребенка. Положение сидя — это такое подростковое положение, положение стоя — это положение взрослого человека. Поэтому ваша задача, после того, как вы обессиленно упали, и у вас больше нет возможности двигаться, вы переворачиваетесь на спину и лежите на протяжении 30 секунд, 1 минута. Полежали, глубоко подышали, глубоко подышали. После этого вы встаете и садитесь. Сидеть вы можете как на полу, также можете пересесть на стул, посидеть на стуле. Также 30 секунд-минуту вы глубоко дышите нижней частью живота, восстанавливаете дыхание, чувствуете свое тело, пропускаете потоки воздуха через свое тело, представляете, как он проходит через вас. После этого вы встаете и 30 секунд-минуту стоите в положении стоя, таким же образом, пропуская свое дыхание через все тело, дыша нижней частью живота. Как только вы немножечко пришли в себя, у вас где-то в среднем получится отдых 1,5–3 минуты, вы расслабляетесь, отдыхаете, приступаете заново. Опять становитесь в планочку, опять стоите в планке, читаете обиды, делаете это вслух. Интонацию вы выбираете такую, как чувствуете, то есть не нужно ориентироваться на пространство, в котором вы находитесь, и подстраивать свое состояние, а подстраивайтесь исключительно под то, как чувствуете себя. Обращайте внимание на те сигналы, которые подает вам ваш организм и ваше тело. После того, как вы закончили выполнять это упражнение, вы можете за, например, один заход сделать 3, 4, 5 таких подходов. Да? То есть первый раз встали, в планку прочитали, обиды рухнули, полежали, посидели, постояли. Второй раз, третий раз, 4-й, 5-й, минимум 3. Дальше уже можете ориентироваться на свое состояние. Как часто это нужно делать? Естественно, если вы живете с какой-то острой обидой, она действительно такая очень значимая, не отпускает вас, то это упражнение можно делать каждый день. Если это такая, знаете, профилактика, либо обиды, которые вроде бы есть, но они уже не столь остро ощутимы, эту практику можно выполнять 2–3 раза в неделю. Желательно, чтобы это уже было для вас нормой. Первое. Естественно, сам факт, что вы постоянно находитесь в таком напряжении и выполняете это упражнение, уже будет способствовать не только вашему психическому состоянию, но также и пойдет на пользу и вашему физическому состоянию, и здоровью, и фигуре. Но вы должны понимать, что наша задача выполнять это осознанно. То есть, если мы просто будем стоять в планке, ни о чем не думая, не работая ни над чем, результата не будет для нашей психики. Результат будет только для нашего тела. Возможно, да, где-то от перенапряжения мышечных тканей произойдет выброс бета-эндорфина, появятся гормончики, которые стабилизируют ваше состояние, вы будете более умиротворенны, спокойны, но не более того. То же самое можно сказать про, например, работу исключительно с нашим сознанием. То есть да, можно добиться результатов, но результат тоже не будет таким, когда мы совмещаем психика и наше тело. Без этого никуда. Поэтому я, конечно, очень хочу и надеюсь на то, что каждая из вас, а если смотрит этот выпуск и мужчины, каждый из вас попробует работать со своей обидой, используя эту практику. Мне часто задают вопрос, а можно ли эту практику использовать в работе с, например, агрессией? Нет. С агрессией мы не можем работать с этой практикой, потому что работа с агрессией — это, как правило, какое-либо действие, атака. Да? Агрессия — это атака, как правило. Атака подразумевает движение, а мы здесь с вами не двигаемся, находимся в обездвиженном состоянии, исключительно работаем с перенапряжением своей мышечной системы. Подобных упражнений очень много. Например, я сейчас не буду раскрывать всех тайн. Могу, например, в следующий раз записать еще одно видео, как работать с отсутствием такой опоры в жизни, когда мы не чувствуем опоры под ногами. То есть нам кажется, что у нас ничего не получится. Есть тоже очень интересные упражнения в телесно-ориентированной терапии, которые помогают эту опору обрести, стать более уверенной и двигаться вперед. Очень верю в то, что это поможет вам. Пробуйте, планируйте,
занимайтесь собой, прекратите перекладывать ответственность за то, что вы живете какой-то несчастливой жизнью на свою маму, на своего папу, на своего мужа, на своих детей, еще на кого-то. Вы хозяин, либо хозяйка своей жизни. Вы отвечаете за все результаты. Вы несете себя этому миру. Жить в состоянии работы над обидами, прощать своих родителей, принимать можно бесконечно. Бесконечно. Когда вы скажете: мама, я тебя принимаю такой, какая ты есть, прости меня там, и я тебя прощаю. Вы посмотрите в свой паспорт и удивитесь, что вам уже за 60. Вы этого хотите? Понимаю, что не хотите. Поэтому давайте мы прекратим копошиться там, где нам не нужно копошиться. Да, это безусловно хорошо, что мы понимаем и осознаем какие-то причинно-следственные связи, но не нужно в этих причинно-следственных связях застревать надолго. Поэтому берем себя в ручки, применяем эту практику, отпускаем обиды, прописываем. Конечно, я забыл сказать, до каких пор нужно выполнять это упражнение. Упражнение выполняем до тех пор, пока вы не почувствуете, что те обиды, с которыми вы жили, отступают. То есть вы будете чувствовать это на телесном уровне, осознавать, что обиды уходят. Их становится все меньше, меньше, они меньше ощутимы, они не вызывают дискомфорта, они не вызывают каких-то негативных состояний. Поэтому погружайтесь в самотерапию, погружайтесь в самоизучение. Я, конечно, еще раз приглашаю вас пройти бесплатный онлайн-курс «Я такая одна», удобная или уникальная. Ссылка находится в описании под этим видео. Проходите регистрацию, присоединяйтесь, будет очень много полезной информации. Я с вами прощаюсь ненадолго, увидимся в ближайшее время и всем пока-пока. Стартует серия бесплатных онлайн-вебинаров «Я такая одна, удобная или уникальная». Сегодня первая тема, самая важная и фундаментальная в жизни женщины. Личные границы. Отношения с абьюзерами. Постоянно притягиваете мужиков, с которыми страдаете. А может быть, сами являетесь агрессивной женщиной. Так вот, для того, чтобы поменять свою жизнь, внести в нее новые какие-то осознанные краски, а не жить мечтами о том, что все поменяется и при этом палец о палец не ударить, пора заканчивать. Нужно перейти по ссылке, зарегистрироваться и в 20:00 по московскому времени ждите меня, и я приду.